Привет, с вами Елена. В прошлый раз мы рассматривали с вами аркан сила с позиции вопроса к нему, да, какое качество мне нужно проявить, чтобы достигнуть желаемого результата. Сегодня мы рассмотрим его с позиции проблемы в отношениях, с позиции именно вашей проблемы в отношениях. Здесь мы уже рассматриваем этот аркан с минусовой позиции. Может быть проблема, что проблема подавления. Кто-то кого-то подавляет, либо мы, члены семьи, сами подавляют свои потребности. Также этот аркан может указывать на проблемы сексуального характера. Да? Подавлять свои потребности мы можем как сознательно, так и бессознательно. Например, если у вас запрет на проявление агрессии, если у человека запрет на проявление агрессии, он будет проявлять агрессию пассивно. Вот. Но с позиции того человека, на которого направлена эта пассивная агрессия, она будет все равно считываться как агрессивный посыл. И начинаются конфликты, недопонимания, да, а у человека, который запрет на проявление агрессии, он выражает ее пассивно, то есть он отрицает. Когда я ему буду говорить, что ты сейчас что имел в виду, он будет отрицать, говорит, нет, я ничего такого не сказал. Я ничего такого не имел в виду. Потому что пассивная агрессия, она часто выражается либо с улыбкой на лице, вот, либо как-то спокойно, но все равно это агрессивный посыл. Но подавлять можно не только агрессию, да, на выражение каких-то своих желаний. У меня есть потребности, я хочу что-то, но из детства может тянуться такая история, что мне нельзя желать того, что я хочу. И мы также можем подавлять свои желания, вот эти, чувствовать себя постоянно неудовлетворенным. Возникает ощущение какой-то выученной беспомощности, может падать энергия, пропадать. Депрессивные всякие состояния могут быть и конфликты. Но нужно понимать, что мы находим себе вот пару, да, вот с такими проблемами. Если у вас какие-то там есть такие истории, то вы себе найдете пару, с которыми будете отзеркаливать друг друга, вот как пазл будете соединяться. Ну, то есть, например, если вам кажется, там, что вас подавляют, вы не можете себя выразить, и вы чувствуете себя жертвой, скорее всего, вы тоже в какие-то моменты будете на роль агрессора становиться. Да? Почитайте, кто еще не слышал про треугольник Карпмана, как эта связка происходит, вот, и так далее. Здесь нужно... Я, как всегда, советую пойти к психологу, если вы не можете выстроить диалог, не можете разобраться. Бывает такое, что отношения, люди хотят быть вместе, просто постоянно не могут понять, что происходит. И вроде там можно сесть и поговорить, да, но вот есть запреты на выражение себя. И если это бессознательное подавление, то очень сложно без помощи специалиста вытянуть из себя такие какие-то вещи и увидеть их. Потому что в процессе терапии развивается наблюдающее эго, когда то, что было бессознательным, вы постепенно начинаете видеть как бы со стороны и замечать такие вещи в себе, когда вы там себя подавляете, например, и так далее. Следующее, в процессе психологической работы все-таки с терапевтом у вас есть возможность выпустить из себя то, что вы там за собой носите, все эти обиды в безопасной ситуации. То есть как бы выговориться доброму родителю, пожаловаться друг на друга. Вот, поэтому у вас... освобождается, вы получаете чувство облегчения. И когда вы выговорились, все обиды друг на друга выговорили, вы уже можете увидеть истинное положение вещей и начать учиться выстраивать диалог
А что происходило, почему ты так себя вел, да, а я на самом деле хотел вот это, а здесь я имел в виду вот это. И вы начинаете учиться понимать друг друга, что стоит за каким-то поведением, за вашим на самом деле. Вот. Так что всем желаю осознанности. Изучайте себя. Чем больше вы изучаете себя, чем больше вы видите какие-то, рассматриваете вот эти камушки в рюкзачке, которые вы за собой всю жизнь таскаете, рассматриваете, чем больше они выходят на уровень осознания, тем легче становится у вас рюкзачок, чувство свободы все больше и больше появляется у вас, и тем легче становится вам жить.